Привет, друзья! Это снова Quatex TV по-русски, и на нашем канале первый юбилей, поэтому этот выпуск будет совершенно отличаться от всех остальных. Мы решили попробовать вырваться из тепличных условий студии и показать вам реальный заказ, обычное оформление, которое случается в нашей жизни. На этой неделе нам предстоит сделать гигантскую фотозону для корпоративного юбилея компании. Эскиз, согласованный с заказчиком, выглядит вот так. Мы будем делать стену в стиле Organic Balloon Decor размером 6 на 4 метра. Нам нужно сделать ее в корпоративных цветах. В нашем случае это Caribbean Blue, белый, серебряный и небольшие вкрапления хрома. Также для создания объема на переднем плане фотозоны мы поставим 6 трехфутовых шаров с серебряным конфетти. К сожалению, на данный момент нам точно неизвестно, где конкретно на площадке будет стоять эта стена, поэтому нам предстоит сделать ее на каркасе, чтобы она имела возможность независимого монтажа. Да и к тому же наш метод изготовления органик стен на каркасе позволяет очень сильно оптимизировать расходы по шарам. Обратите внимание на чертеж нашего каркаса. Он состоит из ячеек размером метр на метр. Они спроектированы с небольшим смещением для того, чтобы можно было собрать эту раму без использования металлических уголков. Материалом для его изготовления будет деревянный брус размером 40 на 40 мм. Далее нам нужно рассчитать, сколько шаров потребуется для изготовления этой стены, а также оформить заказ на них. В следующих кадрах я хочу показать вам, как мы рассчитываем подобные стены, а также дать некоторые советы по работе с сайтом sharik.ru. Первое, о чем стоит сказать, что для стен площадью больше 10 квадратных метров мы не используем 5-дюймовые шары. И в этом случае мы взяли 11, 16 и 3-футовые. Мы далеко не первый раз делаем подобные стены, поэтому количество шаров, необходимое для 1 квадратного метра, нам хорошо известно. И мы можем просто умножить эти цифры на 24 и получить общее число шаров, необходимых для конкретно этого заказа. Основным цветом стены будет белый, и на него придется 60% от общего числа заказанных шаров. Оставшиеся 40 разделим в равных пропорциях между карибами и серебром. К сожалению, 16-дюймовый Caribbean Blue в России не продается, поэтому закажем чуть больше серебра в этом размере. Зайдем на сайт sharik.ru и войдем в личный кабинет. Переходим в корзину и скачиваем Excel файл для импорта списка заказа. Открываем скачанный файл на компьютере и удаляем шаблонные значения. Вместо них вставляем наш список. Теперь возвращаемся на сайт и через кнопку «Обзор» загружаем наш файл. Вы можете видеть, насколько быстро и легко формировать корзину через этот инструмент. В нашем списке мы не указали прозрачные 3-футовые шары, которые будем надувать гелием с конфетти. Давайте их тоже добавим в корзину. Покажу еще один простой и удобный способ поиска продукции на sharik.ru. Заходим в поиск и открываем вкладку «Расширенный поиск». Справа у нас огромное количество параметров, по которым можно сортировать продукцию. Выбираем «Торговая марка» и находим в списке Qualatex. Далее открываем раздел «Каталога», выбираем латексные шары и выбираем размер. В фильтре «Размер» выставляем 3 фута. Нажимаем на кнопку «Найти» и видим список всех шаров в этом размере. Нам нужно 6 шаров, но на всякий случай мы закажем 8, чтобы точно все сделать. Шарики продаются кратно по 2 штуки, поэтому мы заказываем 4 упаковки. Очень хорошо, что Европа Uno-Trade помимо шаров и товаров для праздника также продает и доставляет гелий. Поскольку ассортимент гелия в принципе не может быть большим, его очень легко найти через дерево каталога. Будьте внимательны, заказывая гелий через сайт, поскольку первые строчки этого раздела каталога – это не газ, а сами баллоны. Если же вы хотите заказать гелий в баллоне на обмен, то вам нужно найти товары, промаркированные значком гелий. Находим нужный нам объем 40 литров, ставим необходимое количество и добавляем в корзину. Снова переходим в корзину и оформляем заказ.
Эскиз согласован, каркас спроектирован, шарики заказаны. Осталось дождаться, когда они приедут к нам, и можно будет ехать делать заказ. Мы пригнали на площадку, подняли все свое оборудование, за моей спиной уже вовсю кипит работа. К сожалению, не удалось показать вам момент того, как мы поднимали все сюда, потому что это тоже было увлекательно. Тут такой офигенный подъемник, который реально надо увидеть, но я думаю, что покажем вам, когда будем собираться и уезжать. Мы, как и любая современная оформительская компания, стремимся оптимизировать свои издержки по максимуму, поэтому не содержим большого количества штатных сотрудников, автомобилей и так далее. И в московской среде оформителей очень распространено, когда различные декораторы помогают друг другу на крупных заказах. И сегодня у нас вместе с нами работает один просто мега-фрилансер, которого мы вам сейчас покажем. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Тищенко, и я считаю важным и полезным помогать коллегам работать на заказах. Дело в том, что работая вместе с своими коллегами, есть возможность прикоснуться к их опыту, посмотреть за их техниками, технологиями, ну и в чем-то быть полезным им. Именно поэтому сегодня я здесь. Место монтажа нашей фотозоны находится прямо за моей спиной. Эта стенка сделана из достаточно дорогих материалов, и нет никакой возможности к ней приклеиваться, присверливаться и так далее. Это та причина, по которой мы выбрали делать стену на деревянном каркасе. Да и к тому же ее размер должен быть 6 на 4 метра, и стоять она должна совершенно независимо. Поэтому такой метод изготовления является оптимальным для нас. Когда каркас готов, необходимо сверху обтянуть его полипропиленовым шпагатом. Мы делаем некое подобие сетки с ячейкой 20 на 20 см. К этим веревкам потом будет очень удобно и легко привязывать воздушные шары. Дима будет дуть. Надувая шары для органик-декора, никогда не забывайте о том, что чем больше разных размеров, тем лучше и органичнее будет смотреться композиция. Такой метод изготовления стен очень хорош тем, что шары ложатся в плоскость, тем самым занимая наибольшую площадь, что существенно сокращает количество необходимых шаров. Наша стенка практически готова, и осталось совсем немного до момента ее монтажа. А пока мы можем надуть большие шары с конфетти. Сегодня мы будем надувать трехфутовые с серебряным конфетти. Каждый раз, когда мы надуваем большие шары гелия, мы предварительно проверяем их на компрессоре. Трехфутовые шары редко лопаются, но тем не менее иногда это бывает. Раздувая их воздухом, вы уберегаете себя от возможных потерь гелия. Для заполнения трехфутового шара конфетти нам необходимо обработать его хайфлотом. В трехфутовый шар мы рекомендуем добавлять одно полное нажатие стандартного дозатора от хайфлота. Надеваем шар на дозатор. И в верхнюю часть добавляем полное нажатие. Давим до конца и снимаем шар. Теперь вот таким движением размазываем хайфлот по верхней части шара. Затем надеваем его на кулак. И точно так же круговым движением размазываем. Таким образом, весь шар обработан хайфлотом. Этот выпуск Qualatex TV по-русски снимается реально в боевых полевых условиях. То есть мы показываем заказы, как они действительно происходят в жизни. Поэтому сейчас мы сменили локацию, и в атмосфере вот этого абсолютного хоррора и ужаса подсобных помещений больших банкетных залов мы сейчас будем надувать шары с конфетти. На самом деле мы так часто делаем, когда работаем в каком-то дорогом и богатом интерьере. Для того, чтобы не рисковать что-то повредить внутри, мы оставляем баллон около входа. И когда нужно надуть шары с гелием, мы просто идем туда, их надуваем и потом приносим к месту монтажа. В том случае, когда нужно надуть немного. Но если же надо надувать много, тогда, конечно, мы тащим баллон. Но часто поступаем именно так, как сейчас. Итак, чтобы заполнить трехфутовый шар конфетти, мы будем пользоваться вот таким нехитрым устройством. Это 50-миллиметровая канализационная труба с заглушкой, в которой сделано отверстие ровно такого же диаметра, как носик насадки Convin Precision Plus, для того, чтобы через нее было удобно надувать гелием. Засыпем внутрь конфетти. На самом деле мы будем пользоваться сегодня самым простым для заполнения конфетти. Это 1,5-сантиметровые серебряные круги. Помещаем внутрь несколько горстей. Скажу честно, мы всегда это делаем на глаз, не используем весы, еще что-то. 2-3 горсти обычно бывает достаточно, чтобы полностью заполнить шар. Заполняем нашу трубку. Теперь закатываем немножко горлышко шара. Надеваем его на трубу. Немножко натягиваем. И когда шар полностью сел на трубку, можем его надуть. После того, как надули, аккуратненько скатываем шар с трубы
Остается просто завязать его и привязать к нему ленточку. Все классно с этими шарами, но одно но. Нужно что-то сделать с узелком, потому что оставлять его в таком виде совершенно нельзя. Поэтому возьмем кусочек ленты, примерно 80 сантиметров, привяжем сюда. Вот таким образом. И сделаем бантик. Обычный совершенно, который мы делаем каждое утро на шнурках. Растянем немножко, чтобы петли не были слишком большими. И затянем их крепко-накрепко. Так смотрится гораздо лучше. Главный минус такого метода изготовления органик стен заключается в том, что не все дефекты видно сразу, когда стена лежит на полу. То есть, когда она встает вертикально, наверняка где-то окажутся места, в которых будет виден каркас или слишком большие щели. Это будет очень легко заделать, достаточно просто новый кластер вставить между уже закрепленными шарами. На самом деле нам очень крупно повезло с монтажом. Изначально мы рассчитывали, что стенка должна стоять совершенно независимо, потому что не были до конца известны все детали площадки, где конкретно она будет стоять. И когда мы ее подняли, со стремянки наверху мы увидели, что там есть металлические закладные, к которым можно привязать шпагат и притянуть каркас, чтобы он просто не падал вперед. Поэтому нам даже не пришлось делать никакие ножки, на которые бы опиралась наша стенка внизу, и она встала совершенно самостоятельно и очень легко. Ну что, работа практически подошла к концу, мы подчистили все грязные моменты, вставили шарики во все дырки, которые нужно было вставить. Как это часто бывает на больших заказах, когда крупный ивент и работает много разных подрядчиков, очень редко удается успеть сделать хорошие фотографии до того момента, как приехали световики, звуковики, кто угодно. Вот в этот раз приехали ребята, которые будут делать bullet time. За моей спиной стоит уже их установка, и поэтому мы не успеваем сделать хорошую фотографию нашей работы целиком. Но они нам пообещали скинуть классную гифку, на которой вы сможете увидеть, для чего, собственно, люди заказывают такие фотозоны. Коллаборация с компаниями, которые продают Bullet Time, очень хороший источник новых заказов, потому что эта технология часто используется вместе с воздушными шарами. Ну и когда вся работа закончена, главная награда звучит так. Андер, добрый день. Слушайте, это очень красиво, ребята, молодцы. Мы просто в восторге, как в сказке, правда. Это очень здорово, так что спасибо огромное. Денежки сейчас переведу. Следующим этапом после завершения любого оформительского проекта для нас всегда является заполнение бланка Job Cost Form. Если вы не знаете, что это такое, то обязательно посмотрите 7-й ролик на нашем канале. Обратите внимание, что итоговая себестоимость оказалась даже ниже, чем расчетная себестоимость. Так довольно часто бывает, потому что когда мы делаем органик баллон декор, мы никогда не знаем точного количества шаров, которое пойдет на проект. Если вам интересно более детально изучить цифры этого заказа, то бланк сметы вы сможете скачать по той же ссылке в описании. На этом все. Обязательно напишите в комментариях к этому видео, интересно ли вам смотреть ролики такого формата. Да и в принципе пишите на тему того, что хотелось бы услышать в наших видео. Ставьте лайки, звоните в колокольчик и не пропустите наши следующие ролики. Мальчишки и девчонки, это кадры из разряда постскриптум. Как вам сегодняшний день? Это ужасно, понимаешь? Тяжелая неказистая жизнь российского шариста, да, Димон? А вот, ребят, тот самый чудо-подъемник, на котором мы сюда поднимали баллон. Вот так это выглядит тема. Не, ну веревка нам пока не нужна, у нас нормально дела идут. Вот она, изнанка московского гламура. Оля, у тебя какие эмоции? Какие эмоции? Я помню, все написано на лице. Сколько блогеров надо, чтобы забить гвоздь? 4. Один снимает в Инстаграм, другой пишет в Твиттер, третий в Фейсбук и четвертый забивает. Главное сделать бросок через бедро. Лоп. Лоп. Иногда приходится работать вот так. Сколько рекорд у тебя баллонов в одной машине ехало у легковой? Сколько? В такси 3. 3 баллона в такси. Такси. И вы ехали на заказ? Мы ехали на заказ, но это была Волга. Вот В Волге он поперек салона ложится, как и в девятке. А всех остальных приходится класть на переднее сиденье, в этом проблема. Вот, ребята, аэродизайн, как он есть, без прикрас. Все, погоним мы домой. Да, Диман? Да, погнали. Все, ребята, харе. Отработали лаве.